Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада «Как пройдут выходные?». Давайте посмотрим все-таки важные события выходных, как обычно, на Ленорман. Важное событие выходных. Так, важное событие выходных. Ну и на колоде 78 дверей мы рассмотрим вашу характеристику и как же все-таки пройдут выходные. Какой будет результат и так далее. Так, я слышала, что там YouTube барахлит, да? Ну, давайте подождем немножко. Если что, подписывайтесь на телеграм-канал. Будем тогда там делать какие-нибудь раскладики, кто не хочет меня потерять. Ссылочка внизу под видео, а в ссылочке, кстати, в комментариях я тоже оставлю страницу на телеграм. Итак, как пройдут выходные? Как пройдут выходные? Как пройдут выходные. И 3 карты. Ваша характеристика. Кому подойдет выбранная позиция. Так, смотрим. Кому подойдет второй вариант. Третий. Ну и, конечно, четвертый. Так, ну что, расклад состоялся. Выбирайте, определяйтесь. Я думаю, что вы уже это все сделали, поэтому даю вам секунду буквально, замолкаю и приступаем. Ну что, все, давайте. Первая позиция, кому подойдет первый вариант. Давайте смотреть вашу характеристику. Что здесь у вас? Помирились с кем-то, наладили отношения, может быть, встретили некого персонажа, который вас очень-очень интересует. Карта Солнца, между прочим, это прояснение, это наполнение, это энергия, это счастье, это возможность что-то построить, это касаемо дел сердечных. Но двойка кубков, когда понимаем, что тянет друг к другу, вот что бы ни случилось, но тянет. И есть четверка кубков, которая, может быть, говорит о том, что между вами были разногласия. Кто-то, может быть, вернулся после долгого расставания, кто-то преодолел расстояние, а кто-то просто вас избавил, то есть это может быть и новое знакомство, но мужчина избавил вас от ощущения беспокойства по поводу личной жизни. Потому что четверка кубков – это полное разочарование, это потерянность, это подавленность. Это когда человек уже не верит в то, что он будет счастлив и так далее. Ну что, если с вами это проигрывается и сейчас на вашем горизонте есть солнышко, которое вас согревает, смотрим дальше. Появилась надежда, по крайней мере, что-то построить. Так, важное событие выходных. Важное событие выходных. О, встреча здесь у нас, предложение неожиданное, кстати. У кого-то интим, у кого-то соблазн. То есть, ну, явно кто-то будет добиваться вашего расположения. Если вы планировали свидание, оно пройдет очень ярко, очень запоминающееся. Кстати, по костям, здесь может проиграться, что человек вам предложит что-то, чего раньше не предлагал. Ну, например, если вы были просто друзьями и присматривались друг к другу, он может предложить вам официальное вступление, например, в отношения. Он может из тайных сделать явными. Он может познакомить вас там с друзьями, с роднёй и так далее. То есть, но вы этого не ожидали. Также здесь может быть неожиданная какая-то поездка с любимым человеком или же неожиданная встреча. Еще здесь может проявиться товарищ, который за вами наблюдал, но это не обязательно ваш партнер, с которым вы сейчас строите отношения. По костям, понимаете, есть некий риск. То есть я вроде бы как бы заинтересована кем-то, а здесь появляется человек, который пытается меня куда-то пригласить. Но лилии говорят нам, что человек будет испытывать некое влечение в отношении вас. Ну, давайте смотреть. Интересно. Ух ты. Ой, ну ничего себе. У кого-то ждет предложение руки и сердца. Новости неожиданные, прояснение ситуации. Здесь может проиграться, что по пажу мечей
Вы можете с кем-то обговорить какую-то важную ситуацию и добиться победы. Кстати, здесь будет признана ваша правота. Ну, то есть вы были правы. То есть человек это четко признает, уступит вам, примет ваши условия, пойдет на мировую, напишет первый, сделает первый шаг. То есть шестерка жезлов – это победа, но по справедливости. А справедливость, когда на самом деле вы понимаете, что вы этого заслуживаете. Еще если мы будем читать на более глобальном уровне, вы поймете, что в вашей жизни начинается новая полоса. И вы как ученик стоите в новом. Перед вами открывается новая дверь. Я хочу все-таки пояснить пажа мечей. Почему? Потому что паж мечей – это разговоры, контакты, новости, информация, также понятие осознания – это то, что у нас в голове, некая уверенность, вера в будущее и так далее. Ну да, у вас тут новый этап. И вы это четко поймете, вы будете четко осознавать. В моей жизни начинается новая полоса. И эта полоса светлая. То есть закончились какие-то испытания, закончились какие-то, может быть, переживания. И я могу спокойно идти в будущее. Да, вы вышли на новый уровень. Здесь очень много старших арканов по справедливости, между прочим, вам дают возможность быть счастливой. Ну что, единички, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте писать «принимаю», «забираю», если расклад на самом деле с вами проигрался, и вы хотите, чтобы эти события с вами проигрались. А мы переходим ко второй позиции. Так, двоечки, смотрим, кому подойдет этот расклад. Так. Смотрите, кто-то недавно нашел работу, кто-то начал продвигаться к намеченной цели. Ну, например, у вас появилась возможность зарабатывать по-новому. У вас появилась возможность, может быть, масштабировать свой бизнес. У вас появилась возможность, к примеру, занять определенную должность. Ну, то есть то, что не решалось, то, что не получалось, паж жезлов, сейчас как будто вам дается некий импульс и шанс для того, чтобы доказать, что вы этого достойны. Получить признание, отстоять свое право на какое-то место на работе, получить возможность притянуть больше клиентов и так далее, заняться каким-то новым делом или новым направлением. Но здесь работа и деньги. Еще кто-то вкладывает в своего ребенка. Ну, то есть вы прям конкретно понимаете, что если вы сейчас вложите в своего ребенка, то в будущем для вас это будет некая какая-то перспектива. Ну, например, ребенок сможет обрести хорошую профессию, он может знать языки и так далее. И вы без сожаления вкладываете в его обучение, в его продвижение. Так, хорошо. И для вас это прям цель. Прям цель – это то, что вас вдохновляет. А мы смотрим. Важное событие выходных. Что же проиграется на выходных? Ой, новости ждите. Какая-то проблема решится, между прочим, благодаря то ли хорошему контакту, то ли какой-то новости. Ну вот прям летит к вам новость, радуга, смотрите, и вы выходите из ограничений. Еще новость из казенного дома может быть. Ну, например, если у вас кто-то в больнице лежал, вы можете узнать, что он поправился. Почему? Потому что новость здесь на самом деле хорошая. Смотрите, радуга, всадник летит, прям сообщает, все это произойдет очень быстро и так далее. Что еще может проиграться? Может быть, вам одобрят какой-то проект, может быть, вашу просьбу выполнят, но это вам придет, например, сообщение на e-mail, да, или смс-ка, что да, ты там можешь поехать в отпуск, да, мы вот одобряем твой проект, да, вот мы тебя берем на работу. И это будет очень хорошей новостью. Так что проверяйте свою почту электронную, проверяйте смс-ки, вы будете рады. Почему? Потому что именно эта новость избавляет вас от башни, а башня – это какие-то ограничения, это какие-то рамки, это какая-то изоляция. Может быть, у вас расставание было с кем-то, кстати, по башне. Вы можете узнать, что здесь это все завершается. То есть гроб говорит об окончании. Окончание какой-то болезненной ситуации, окончание того, что вас волновало. Может быть, что-то было не решено, что-то, может быть, вас печалило. Кстати, вы можете узнать, что кто-то избавился от какой-то болезни. То есть все вот хватит, да? То есть завершение одного и начало чего-то нового.
Ух ты! Хм. Как пройдут выходные? Ну, вы планы все поменяете явно на выходные. То, что вы запланировали, придется вам то ли отменить, то ли поменять. Почему? Потому что здесь колесо фортуны говорит о том, что будет очень много перемен. И честно скажу, вот на этих выходных лучше ничего не планировать. Почему? Потому что будут другие возможности, другие предложения, и вам захочется их принять. Ну, например, не знаю, решите с семьей куда-то поехать. Кстати, в одиночестве уж явно вы эти выходные не проведете. И еще я вижу, что здесь будут действия, поездка или какие-то движения. Ну, может быть, хотели посидеть на диване, пойдете лазить по магазинам, да, и всю семью с собой возьмете. Ну, вот здесь вот какая-то такая интересная история. Хотели посидеть дома, посмотреть сериальчик, подруга позвала, вот пойдете к ней. И честно скажу, двойка жезлов, да, когда появится второй вариант, когда появятся еще возможности куда-то пойти. И по колесу фортуны, между прочим, некие многие столкнутся с ситуацией, которая уже была в вашей жизни. Например, приедет человек, с которым вы давно не виделись, подруга, которую вы давно не видели и так далее. И здесь, конечно же, вам будет приятно встретиться с этим человеком. Да, поездка неожиданная. Рванете прям куда-то рванете. Может, пригласит вас. Может быть, ваша подруга будет в вашем городе, скажет: слушай, давай. Еще по императрице можете навестить неожиданно маму, или ваша мама неожиданно к вам нагрянет. Но вообще, в принципе, ничего плохого я здесь не вижу. Приятные события, приятные новости. Смена настроения, смена каких-то приоритетов. Но, честно скажу, вы будете довольны этими выходными. Еще, если у кого-то на этих выходных публичное выступление, ну, не знаю, какой-то митинг, еще что-то, да, пройдет замечательно. Вы даже сами не будете ожидать, что вы получите такое признание. Ну что, удачи, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы переходим к третьему варианту. Как пройдут выходные? Сначала мы рассмотрим вашу характеристику, что сейчас происходит в вашей жизни. Мгм. Вы знаете, вы ждете то ли того, чтобы кто-то сделал выбор в вашу сторону, ну, то есть уже определился, сделал какие-то шаги, попытки в вашу сторону, как-то начал уже действовать или проявляться, может быть, что-то предложил вам, но пока в данный момент я вижу полное бездействие и ожидание этих действий. Хочу, но получить не могу. Это не обязательно личная жизнь. То есть у многих это может проиграться, что это, например, работа. Начальник пообещал вам какую-то должность, но до сих пор не может подписать контракт или выбрать, да, подходящего человека. Что еще здесь? Здесь может быть, что вы обдумываете какое-то партнерство, но еще сами не знаете, нужно ли вам это партнерство или нет, брать ли мне какие-то обязательства перед кем-то или не брать. Еще, кстати, здесь может быть, что вы ожидаете встречу с подругой, с которой вы давно не виделись, но у вас постоянно какие-то проблемы. То поездка откладывается, то на работе не отпускают и так далее. И вы как бы пытаетесь заново организовать этот процесс. Ну что, все трактовки я вам рассказала. Давайте смотреть сами выходные. И, конечно, мы начнем с важного события выходных. Не забываем про обратную связь, не забываем про комментарии. Огромное вам спасибо за ваши донаты, за ваши супер лайки. Я вам очень сильно благодарна. Так, смотрим. Ух ты, ну здесь у вас прям судьбоносное событие. Некий персонаж в вашей жизни появится, третий вариант, ждите, который будет подбирать к вам ключи. Карта медведя говорит о том, что человек будет доказывать вам свою верность, что на него можно опереться, что на него можно положиться. Вообще медведь, да, человек, вызывающий доверие. Кстати, еще у вас может появиться некий или советчик, или же помощник, который поможет вам найти ключ решения. Да, что такое ключ? Это совет, это решение, это я нахожу выход из какой-то ситуации, и для вас это будет судьбоносно. Это ваша участь, это то, что даст вам возможность то ли поверить этому человеку, то ли опереться на него, то ли довериться. Еще что может быть? Ревность.
Ревность со стороны мужчины. То есть мужчина может вас ревновать, мужчина может конкретно, да, прояснять ситуацию, то есть его будет что-то тревожить, его что-то будет не устраивать, и он выведет вас на разговор для того, чтобы найти все ключи. То есть прояснить ситуацию и понять вообще, что же между вами, что вы к нему чувствуете, как вы к нему относитесь и так далее. Так, давайте смотреть, как пройдут выходные. Кстати, по медведю это не обязательно, что это личная жизнь, что это отношения. Это может быть друг у вас появится, учитель, духовный наставник. Дорога у вас тут какая-то неожиданная. Ну нет, у вас тут конкретно выяснение отношений с королем мечей или взаимодействие с королем мечей. Может и появление бывшего проиграться. Четверка пентаклей, люди, которые давно не виделись, или люди, которые закрыты друг от друга. Опять же, ключи. Посмотрите, ключи на ключи падают. Восьмерка жезлов. Вот человек как будто будет что-то прояснять, что-то будет пытаться у вас узнать. Еще, кстати, кто-то может обратиться к врачу или же узнать контакт хорошего врача. Ну, не знаю, через друзей, через знакомых. Вот прям позвонят вам и скажут: слушай, вот знаю такого хорошего врача, который тебе решит любую проблему. Ну, то есть прям врач от Бога. Вот можете найти такого специалиста. Или же это будет связано с сферой компьютера. Ну, то есть человек, который очень хорошо разбирается в компьютере, в электронике, кстати, и так далее. Что еще здесь? Ну, король мечей у нас может проиграться как мужчина воздушного знака зодиака, то есть близнец, весы, водолей, который явно будет присутствовать у вас на этих выходных и явно будет привлекать к себе каким-то вниманием. Но вот четверка пентаклей, как будто бы что-то закрыто, что-то не решено. И этот человек будет пытаться это решить. Ну-ка, я хочу прояснить. Кстати, может предложить вам неожиданную поездку, неожиданную дорогу. Ну да, здесь больше как будто бы идет ситуация, которая волнует то ли вас, то ли его. И по десяточке пентакли это может касаться то ли вашей недвижимости, то ли вашей семьи, то ли вашего рода. И еще некой стабильности или заработка денег по-новому. Нету кубков, поэтому я не могу вам сказать, что это прям конкретно отношения. Нет. Здесь какое-то движение, новое направление, новые взгляды на какую-то ситуацию. Ну да. Вот честно говорю, здесь как будто ревность со стороны мужчины. Что он хочет от вас? Рыцарь пентаклей. Смотрите, если это отношения, то это ревность. Конкретно ревность на этих выходных вам придется выяснить отношения. Если это деловое предложение, человек вам будет что-то предлагать, дополнительный заработок, какую-то ответственную работу, какой-то проект, что-то здесь будет касаемо именно дополнительного заработка. Но вас это почему-то будет тревожить, или вас, или его, и вы будете пытаться вот все до мелочей прояснить. Прям докопаться до сущности, прежде чем согласиться. Вообще здесь говорится, не торопи события, покопайся, посмотри. Почему? Потому что если ты войдешь в эту ситуацию, тебе придется в ней долго находиться. Крест– это то, что длится долго, это ваша участь, это ваша судьба, это то, что вам придется нести на себе. Так что прежде чем соглашаться, подумайте 10 раз. Но вот разговор с этим человеком неизбежен. Так, ну все объяснила, покопал. Сегодня, смотрите, все у нас варианты, да, с дополнением. Хорошо, все, переходим к четвертой позиции и смотрим для начала вашу характеристику. Кому подойдет четвертая позиция? Мгм. Так, четвертая позиция у нас подойдет человеку, который тяготится одиночеством. Ну вот честно, да, тяжело мне быть одной, устала, хотелось бы найти уже человека, на которого могу опереться, человека, с кем бы я бы могла построить свое будущее и так далее. Может быть, сейчас кто-то находится в процессе расставания. А у кого-то есть токсичные отношения, которые, в принципе, вам не дают возможности почувствовать себя в паре. Ну, то есть одиночество вдвоем, и вы от этого устали. В любом случае здесь человек устал, что все сама,
все на себе и принятие решений, решение проблем и так далее. Вы устали от того, что вы тянете эту непосильную ношу самостоятельно. Мгм. Хорошо, давайте, если вы себя узнали, давайте посмотрим, как для вас пройдут выходные. Как для вас пройдут выходные? И здесь не обязательно одиночество именно парное. Здесь может быть, что от вас родственники отвернулись, друзья, знакомые, да. Ну, то есть бывает такой период самоизоляции, который затянулся, и сейчас вы понимаете, что для вас он становится очень беспокойным, и как-то, вы знаете, он вас подавляет, и вы хотели бы избавиться, а как не знаете. Итак, смотрите, что здесь произойдет. Ну, здесь я вижу, что вы будете дома на выходных. Важное событие выходных – это то, что вам придется обратить внимание на какие-то дела в доме. Что-то здесь у вас то ли прояснится, то ли раскроется, то ли вы поймете, что, может быть, вам нужно что-то починить, что-то отремонтировать, то, что вы не замечали. То есть от вас это было скрыто. То есть маска – это я не видела, например, что у меня там кран течет. Придется вызывать сантехника, да, или что у вас там что-то не работает, с проводкой проблем. То есть обратите внимание на то, что у вас в доме. И еще кто-то может просто сделать какую-то покупку в дом. Ну, например, вы поймете, что пора там утюг сменить, пойдете покупать. Но это чисто бытовые какие-то ситуации, которые вы проясните на этих выходных. Что еще здесь? Ну, просто какие-то мелочи, связанные с домом. Лабиринт. Лабиринт – это всегда запутанная ситуация, которую вы захотите прояснить, которую вы захотите решить, разобрать, поставить на место и так далее. Ну-ка, давайте смотреть, что здесь еще. Ну, карта мира, исполнение какого-то желания. Надо же. Кто у меня в браке, вы будете пытаться как будто бы поговорить с партнером. Ну, то есть бывает такое, почему? Потому что я вижу отстранение, отстранение. Здесь звезда или мужчина у вас тут на расстоянии, и вы будете прояснять с ним отношения или ситуацию, когда он вернется, когда уже он будет дома и так далее. Но по карте мира это пока только прояснение. Или кто-то здесь будет сидеть в интернете, кстати, запишется на какой-нибудь сайт знакомств или просто будет общаться по каким-то соцсетям и познакомиться с мужчиной. То есть здесь вполне вероятно знакомство, но вы будете дома. То есть это прямо интернет, интернет-знакомство. Человек будет на расстоянии, еще переписка. Переписка с мужчиной, который далеко от вас. Ну, выходные вы можете на самом деле вот посвятить именно этому. Так, что еще? Кстати, здесь кто-то будет искать какие-то курсы или обучение по интернету. Но пока вы только будете приглядываться, узнавать, например, расценки, будете как-то, может быть, искать, к кому обратиться, стоит ли обращаться и так далее, собирать информацию. Но больше я здесь ничего не вижу такого, прям чтобы сказать, что ваши выходные будут очень активными. Нет, много общения, но все как-то вот пока впустую. Как будто бы вы здесь засеиваете поле, но пока я не вижу ростков и я не вижу урожая. Хотя на будущее планы есть. Стройте планы на будущее. Вот на этих выходных. Ну что, удачи вам. Всего вам самого хорошего. Мы обязательно увидимся в новых эфирах. Ваша Елена. Пока-пока.